Всем привет! Сегодня я готовлю очень простой бисквитный торт. Торт простой, потому что он без сложного декора, обсыпан обыкновенной крошкой. Если этот торт украсить красивым бордюром, красивыми цветочками, листиками, веточками, то его можно подавать на любое празднество, потому что он очень и очень вкусный. Нежный бисквит, вкусный крем, просто получаешь огромное удовольствие, когда ешь этот торт. Для торта нужно приготовить бисквитное тесто. Готовится это тесто очень быстро, поэтому я уже включила духовку до разогрева 180 градусов по Цельсию. Для теста мне понадобится 5 яиц среднего размера. Тесто я буду готовить путем разделения яиц на белки и желтки. Тогда бисквит будет более пышным, чем если взбивать яйца без разделения. Но прежде чем взбивать яйца, я подготовлю муку. Здесь у меня 150 грамм просеянной белой пшеничной муки. Я отсюда убираю 1 столовую ложку муки с небольшой горкой и заменяю ее на 1 столовую ложку крахмала, также с небольшой горкой. И все это нужно хорошо перемешать, а затем еще раз просеять. Просеивание муки для бисквита – это важно, потому что при просеивании происходит обогащение муки кислородом. И в конечном результате мы получим пышный бисквит. Дальше я буду взбивать белки до пышной массы. Выкладываю белки в чашу миксера, добавляю в белки щепотку соли и начинаю взбивать сначала на низкой скорости, затем скорость постепенно увеличиваю. Когда белок взобьется до белой пышной пены, можно порциями добавлять сахар. Каждую порцию сахара нужно взбить с белком практически до растворения. Тогда бисквит получится пышным и, конечно же, очень вкусным. Всего сахара я буду добавлять в белки в объеме 150 грамм. Высыпаю последнюю порцию сахара, еще немного взбиваю. Все, белки взбились до пиков, стали плотными, блестящими, четко держат форму. И теперь можно добавлять желтки. Желтки добавляем по одному и взбиваем на средней скорости до полного смешивания желтков с белковой массой. Ну и теперь осталось добавить муку, которую мы подготовили. Муку я буду добавлять порционно и на небольшой скорости миксера перемешивать ее с белково-желтковой массой. Муку можно ввести всю сразу в один прием, а затем все перемешать аккуратными складывающимися движениями снизу вверх. Необходимо это делать деликатно, стараясь не смять тесто. Классическое бисквитное тесто готовится без разрыхлителя, без соды. Бисквит при выпечке становится пышным за счет яиц. В белках при взбивании накапливается много кислорода, и при выпечке кислород устремляется вверх, поднимая тесто. Тесто у нас готово. Вот такое оно получилось консистенции густой сметаны и очень напоминает массу, которая получается при взбивании сливочного масла с сахарной пудрой. Такая же нежная, красивая, похожая на крем. Для выпекания бисквита лучше брать круглые металлические разъемные формы. Дно формы покрываем пергаментной бумагой, а вот стенки ничем не смазываем. Бисквит должен зацепиться за стенки и держаться, приклеившись во время выпечки. Силиконовые формы допускаются, но не рекомендуются для выпечки классического бисквитного теста, а мы готовим именно классическое бисквитное тесто. Я аккуратно перелила тесто в форму и теперь тоненькой палочкой, круговыми движениями прохожусь по тесту, стараясь достать до дна формы. Это делается для того, чтобы тесто более плотно улеглось в форме, чтобы при выпечке в тесте не оказалось пустот. Теперь будем отправлять тесто в разогретую духовку. Это важно, если мы хотим получить пышный бисквит. Самое важное условие – никаких резких движений. Форму нужно ставить аккуратно, дверцу закрывать мягко. Первые 20 минут категорически не рекомендуется открывать духовку.
Стандартная температура выпечки — это 180 градусов по Цельсию. Время около 45-60 минут, зависит от объема бисквита. Ну и, конечно, ориентироваться стоит прежде всего на особенности своей духовки и подстраиваться под них. После духовки я даю бисквиту остыть минут 15, а затем аккуратно провожу ножом с тонким лезвием между бортиком и тестом, чтобы изъять бисквит из формы. Очень аккуратно освобождаюсь от съемной части формы, переворачиваю бисквит на решетку. Медленно, не торопясь, аккуратно снимаю пергамент, оставляю бисквит в таком виде на несколько часов до полного остывания. Бисквит у меня получился такой, как я и ожидала. Правда, не очень высокий, всего 4 сантиметра, но это потому, что я использовала форму несколько большую, чем положено для этого объема теста. Диаметр моей формы 26 сантиметров, а этот объем бисквитного теста рассчитан на круглую форму размером не более 22 сантиметров. После того, как бисквит остынет, я его заверну в пищевую пленку и отправлю в холодильник на 5-10 часов, для того, чтобы бисквитное тесто раскрыло свой вкус по максимуму. И кроме того, бисквит после холодильника будет хорошо резаться и практически не будет крошиться. Бисквит я отправила в холодильник на ночь, и на следующее утро, практически сразу же после пробуждения, приступила к приготовлению крема. Крем для этого торта я выбрала очень простой, очень легко и быстро готовится. Простой торт, простой крем. Для крема нам понадобится 100 грамм размягченного сливочного масла. Добавляем к маслу 60 грамм сахарной пудры. Сначала с помощью вилочки перемешаем сахарную пудру со сливочным маслом, а затем будем взбивать его миксером до тех пор, пока сахарная пудра полностью не перемешается с маслом, масса станет светлой, однородной. Для крема нам также понадобится 400 грамм сыра рикотта. Сыр рикотта нужно просто перемешать с сахарно-масляной смесью до однородного состояния. Взбивать смесь не нужно, только перемешивать. В результате мы должны получить вот такой вот достаточно густой крем. Этот крем очень-очень вкусный. Этот крем хорошо подходит для прослойки между коржами у торта. Крем отлично служит для покрытия боков у торта, для покрытия верхушки. Но для декоративного оформления торта этот крем не подходит. Но нам это и не нужно, потому что наш бисквитный торт мы просто будем покрывать обыкновенной крошкой. Бисквит пролежал у меня в холодильнике всю ночь, наверное, часов 10. Освобождаю его от пленки. Еще раз повторюсь, что я очень довольна этим бисквитом. Он получился у меня удачным, мягким, очень ароматным. Верхушка у него совершенно не поднялась, ровненькая. Это меня моя подписчица научила, чтобы верхушка у бисквита не поднималась вверх при выпечке, нужно обязательно в муку добавить столовую ложку крахмала. Что я, собственно, и сделала в начале видео. Заменила столовую ложку муки на столовую ложку крахмала. В первую очередь срежу верхушку, она понадобится для крошки. Срезать буду вот таким приспособлением, называется струна. Совсем чуть-чуть срезала верхушку, измельчу ее в блендере. Этого количества мне хватит для обсыпки торта. Разрежу бисквит на 2 коржа. Также буду делать это струной. Вот такие коржи в разрезе, мягкие, в меру влажные. Бисквит действительно практически при нарезке не крошится. Теперь можно начать собирать торт. Для начала нужно пропитать сиропом бисквит. Нижнюю часть бисквита я буду пропитывать сиропом в не очень большом количестве, чтобы готовый торт лучше держал форму. Сироп у меня простой, 70 грамм тростникового сахара, можно заменить на белый, и 70 миллилитров воды. Довела до кипения и затем остудила. Обязательно пропитывайте классический бисквит, тогда торты и пирожные из него получатся сочными и вкусными. Даю коржу 5 минут полежать, а затем буду наносить крем.
Сначала наношу крема немного для того, чтобы связать крошки, а затем наношу основную массу крема и сразу же ее разравниваю. На второй корж у меня ушел оставшийся сироп. Нижний корж накрываю верхним, пропитанной стороной вовнутрь. Выравниваю и прижимаю его. На верхний корж снова наношу тонкий слой крема, добавляю остальной крем. Немного крема я оставила для того, чтобы покрыть бока торта. Выравниваю поверхность, это будет верхушка торта. Остатками крема начинаю покрывать бока торта. На бока торта много крема не нужно, достаточно столько, чтобы просто прилипла крошка. На торт у меня ушел весь приготовленный крем. Вот такая у меня получилась крошка, нежная, воздушная. Обрабатываю крошкой бока и верхушку торта. Аккуратно перенесла торт на блюдо. И вот что у меня получилось. Больше ничем украшать торт не хочу. Мне кажется, что он настолько получился симпатичным, самодостаточным, что никаких других украшений просто не требуется. Осталось только отправить торт на несколько часов в холодильник, чтобы он там хорошо пропитался кремом. И затем уже можно будет устроить с этим тортом чаепитие. Торт настаивался в холодильнике часов 5, и теперь можно посмотреть, какой он внутри. Кстати, этот торт я пекла на день рождения своему мужу. Отмечали мы этот день втроем, я, мой муж и сын. К сожалению, живем сейчас в такое время, когда особо гостей не пригласишь. Да и мы сами сейчас тоже не ходим по гостям. Очень хочется надеяться, что этот ужас когда-нибудь закончится. Вот такой торт получается в разрезе, красивый, аппетитный, вкусный. Крема здесь достаточно, больше и не надо. Видно, что бисквит пропитан, мягкий, сочный. Нам понравился этот торт, очень-очень вкусный. Приготовьте себе такой торт. Для тех, кто начинает делать торты, этот рецепт как раз самое то. Очень простой в приготовлении торт и очень вкусный. Всем приятного аппетита и до встречи на моем канале.